Приветствую! Анализ-обзор прогноз криптовалют. Только недавно все монеты показывали рост, сегодня же рынок окрасился в основном в красный цвет. А все почему? Потому что произошло официальное подтверждение того, о чем я говорил в прошлом ролике. Amazon не планирует принимать платежи в биткоинах. Почему они сразу этого не сделали? Вполне возможно, у них была какая-то выгода. За последние 24 часа биткоин потерял 19% шортовых позиций, лонги остались на нуле. Шорты на биткоине закрываются даже когда цена идет наверх и даже когда цена идет вниз. Шорты все равно закрывают. Вполне возможно, что многие рассчитывают, что в конечном итоге цена так или иначе пойдет выше. По эфириуму незначительный рост шортовых позиций плюс 6%, лонги в 2 раза выше, плюс 12% за последние 24 часа. Они также по-прежнему растут ступенчато. По объему торгов за последние 24 часа в топ ворвалась монета Axie, опередив и эфириум Classic, и Bitcoin Cash, и Dogecoin, которые вчера были сразу вслед за стейблкоинами и биткоином с эфиром. Индекс страха и жадности у нас продолжает увеличиваться, а это значит, что трейдеры себя чувствуют более уверенно и спокойно. Сегодня эта цифра 32. С 13 мая мы находимся по этому показателю во флете, и за этот период мы только однажды 15 и 16 июня показывали большее значение 38 и 33. Посмотрим, сможем ли мы превысить это значение на этот раз. Пока мы уже практически целую неделю пытаемся выйти из зоны страха. Индикатор Bitcoin Rainbow Price Chart вчера ненадолго заглянул в область под названием HODL, но уже сегодня, после падения цены биткоина, он снова считает первую криптовалюту дешевой, still cheap, а индикатор альт-сезона наконец-таки определился. Показатель уверенно зашел в зону биткоин-сезона. На сегодня он равен 18. За последние сутки было ликвидировано 90 тысяч трейдеров на общую сумму 510 миллионов долларов. И в отличие от последних дней, большинство из них это лонгисты. Не так много, как сбривали недавно шортистов, но тоже достаточно и почти 58%. Grayscale в основном снова все распродает. За последние сутки они купили только Link и Filecoin. Остальное все на распродажу. Монета дня по социальной активности сегодня биткоин. И если смотреть значение недели, то, как следует из данного графика, медвежьи настроения у нас выросли больше, 25,6%. Бычьи настроения у нас подросли на 22%. Получается, что большинство все равно ждет более глубокого снижения. Если смотреть данные показатели за последние сутки, то здесь еще больший перевес. Медвежье настроение 22,4%, бычье настроение 11,1% рост. А как известно, на рынке зарабатывает меньшинство. Получается, что из данного показателя больше шансов пойти наверх. В принципе, это же и подтверждает сентимент пользователей Твиттера. На протяжении всего падения бычьи настроения в Твиттере росли, но в последнее время они устремились вниз, ожидая более глубокого снижения цены биткоина. Даже сейчас на росте цены все равно сентимент направлен строго вниз, пока разворота здесь не наблюдается. Преобладает медвежий сентимент. Топ-10 монет в поиске на сервисе CoinGecko. И здесь также без особых изменений. Единственное, что можно отметить, это то, что здесь сегодня отсутствует монета Shiba. Обычно она всегда бывает, но зато появилась монета Alice, Fara и Ghost. Большинство из этих монет являются игровыми, и некоторые из них показывают очень хороший рост. Владение биткоином в США увеличилось более чем в 4 раза, с 3 до 13%, если говорить о молодых инвесторах. Бралось в сравнение 18 и 21 года. Если в 18 было 2% инвесторов, то в июне 21 уже 6%. Произошло увеличение как относительно молодого поколения инвесторов от 18 лет, так и старшего. Даже тем инвесторам, которым более 50 лет, все равно вкладываются в крипту. И это вне зависимости от пола. Произошло увеличение как мужчин, так и женщин. И по объему капитала произошло увеличение также у всех. И тот, кто инвестирует более 100 тысяч долларов, и тот, кто менее. А вот еще немного интересной статистики. Аналитическая компания из Вьетнама приводит статистику после проведенного опроса на основании первого полугодия 2021 года и прогнозов на второе полугодие 2021 года. И из этого следует, что большинство респондентов положительно оценивают цену биткоина в долгосрочной перспективе. 38 из них ожидают, что цена биткоина вырастет с 60 до 100 тысяч долларов. Какой можно сделать из этого вывод? Естественно, большинство не может быть правым. Это бывает очень редко. Получается, что либо мы пойдем вниз, либо будем болтаться возле 60 до 60, так и не дойдем до предыдущих хаев. Ну, либо сильно превысим эти предполагаемые хаи 100 тысяч и полетим дальше. Мне, конечно, хотелось бы увидеть второй вариант, который предполагает новый булран с превышением 100 и более тысяч долларов за биткоин. Также приводится статистика, в которой говорится, что самая продолжительная серия в 2021 году, которая показывала ежедневный рост, составляла
занимало 7 дней. И это было только один раз, последний раз это произошло 137 дней назад. Сейчас у нас пока наблюдается 6 дней ежедневного роста. Вот об этом говорится, что 6 дней подряд у нас идут зеленые свечи. Если у нас и сегодня закроется свеча в зеленом цвете, то есть покажет плюс за день, то это будет рекорд за год. Последний раз такое наблюдалось вот здесь в марте. Здесь было подряд 7 свечей, окрашенных в зеленый цвет, и ежедневно в течение этих 7 дней можно было получать прибыль, когда бы ты ни вложился. Также людей спрашивали, что по их мнению влияет на цену биткоина. И большинство из них, 35%, ответили, что это регуляторы. Чуть меньше 30% институциональные инвесторы, 5% отказались от комментариев, ну и некоторые даже посчитали, что 5,7%, что на цену биткоина влияет Илон Маск и подобные ему миллиардеры. Опять-таки, меньшинство, возможно, здесь и право. А здесь сравниваются тренды альткоинов в первом и втором полугодиях, и большинство людей рассчитывает, что во втором полугодии будут более привлекательные блокчейн-платформы, эфириум, NFT и остальное все по мелочи. Но по факту в первом полугодии, естественно, были привлекательны блокчейн-платформы, но на втором месте были мемкоины. Почему люди думают, что во втором полугодии такого не будет, непонятно. Но вполне возможно, что мемы снова выстрелят. По эфириуму здесь все понятно, NFT тоже примерно одинаково. Единственное смущает, почему люди перестали верить в Dogecoin и Shiba Inu. Я думаю, их могут снова удивить. А здесь приведены альткоины, которые дали больше всего прибыли трейдерам в первом полугодии. Эфириум, BNB, ADA, Solana, Matic. И также по опросам более 80% респондентов считают, что сезон альткоинов начнется во втором полугодии 2021 года. Многие думают, что под конец года снова альты раскочегарятся и покажут настоящий сезон альтов. Что-то я подозреваю, просто многие здесь засели по хаям и ждут сезон альтов, чтобы выйти хотя бы в ноль. Потому что, исходя из тех монет, которые здесь представлены, которые якобы должны выстрелить, они очень уж повторяют те монеты, которые дали прибыль в прошлом году. Снова эфириум, Solana, ADA, BNB, Matic и другие. Еще одна интересная инфографика для тех, кто хочет знать, где и кто держит биткоины. Большинство биткоинов держат в ETF, на втором месте страны, приватные компании и публичные компании. Среди публичных компаний многие знают, это MicroStrategy, Tesla, Square, Marathon Digital Holdings и другие, Coinbase на пятом месте. И еще целая куча тех, кто держит биткоины и публично об этом сообщает. Топ-16 ETF, у кого больше всех биткоинов. На первом месте, естественно, тот самый Grayscale, Bitcoin Trust. Топ-8 по странам. На первом месте Болгария держит больше всего биткоинов, на втором Украина. И по остальным странам достоверной информации нет, но известно, что они также владеют биткоинами. Также проведено несколько компаний, которые владеют биткоином и имеют приватный статус. Еще одна интерпретация цены после халвинга, который в очередной раз пытается нам показать, что хаев мы еще не достигли. Здесь цену наложили на халвинге и выровняли ее по высоте по пикам, и мы все равно не достигаем даже предыдущих значений. Каждый последующий халвинг был поменьше, но я думаю, в сравнении с 39x, 17x, наш сегодняшний 1.8x, думаю, этого недостаточно. Здесь также выровнена цена по халвингу, но подровняли здесь по лоям. И мы также находимся на самом низком уровне. После 539x, 112, и у нас сейчас всего 11. Также намекают, что есть куда нам еще расти. И здесь просто нигде не подравнивали, просто выставили в ноль цену после халвинга. И мы здесь вновь находимся ниже всех. 92x, 30x, и сейчас у нас 4. Интересные вещи происходят по притоку и оттоку, по продажам и резервам биткоина на биржах. Исходя из данных CryptoQuant, за последние сутки на бирже произошел очень сильный приток биткоинов, но при этом отток с бирж биткоина произошел еще больше. Средний показатель, естественно, выходит в минус, и получается, что в основном, в среднем, с бирж выводят биткоины. При этом даже резерв этих биткоинов на биржах сокращается и идет вниз. На всем этом деле объем покупок и продаж также пошел в рост. Если брать средний показатель, естественно, выводов было больше, следовательно, это положительный сигнал на то, что цена должна пойти выше. И это также может являться косвенным фактором подтверждения того, что большие деньги торгуют не сговариваясь. У них также есть нервы, у них также есть эмоции, у кого-то есть panic buy, panic sell, и даже дяди с большими деньгами не могут определиться и торговать в одну сторону, так называемые киты. По сути, это тоже трейдеры, которые подвержены эмоциям, просто их покупки и продажи могут резко двигать рынок. Хешрейт биткоина на этом деле продолжает находиться во
флете, не падает и не растет, и стейблкоины также сохраняют свои позиции, их резерв на биржах остается без изменений на фоне роста цены биткоина. Из новых событий на монетах это листинг на бирже KickX монеты Dogecoin, произойдет это 28 июля. На бирже KuCoin планируется обновление системы торгов, маржинальный, спотовый, фьючерсный, скорее всего отключат они там выводы-вводы, торги. Монета SafeMoon анонсировала запуск бета-версии кошелька на iOS и Android. Конкретной даты на iOS не выставлено, но на Android выставлено 7 августа. Вполне возможно и iOS, и Android запустят в один день, если дата 7 августа будет верна. Из интересных новостей это МВФ предупредил о последствиях легализации биткоина. Они решили напугать те страны, которые планируют легализовать, либо вообще ввести в оборот биткоин в своих странах. Страны, принимающие цифровые активы в качестве национальных валют или законного платежного средства, рискуют макроэкономической стабильностью. Они признают, что новые цифровые формы денег могут удешевить, ускорить платежи, расширить доступ к финансовым услугам, облегчить трансграничные переводы, но их интеграция сопряжена с трудными политическими решениями и значительными инвестициями. Представители МВФ запели старую песню и, как всегда, начали говорить о том, что биткоин называют его спекулятивным активом. И, естественно, легализующие монету страны рискуют столкнуться с использованием цифровых активов в незаконных целях и их экологическими проблемами. Можно подумать, доллары, евро, фунты, рубли в незаконных целях никто никогда не использовал. И их производство на экологию никак не влияет. Просто, как всегда, боятся, что перестанут пользоваться их напечатанными бумажками. Число биткоин-банкоматов в мире выросло более чем на 70%. На данный момент число таких устройств достигло более 24 тысяч единиц, а в начале года их насчитывалось почти только 14 тысяч штук. За полгода произошло увеличение на 10 тысяч банкоматов. Это показатели по всему миру. Получается, что на данный момент такие биткоин-автоматы устанавливаются со скоростью 52 штуки в сутки. Достаточно неплохо. Я помню 2017 год, когда установка одного такого биткоин-автомата вызывала прям новость. Далее приводится топ производителей этих банкоматов, их доля на рынке. На первом месте у нас Bitcoin Depot. Это те самые, которые внедрили недавно в 30 штатах США и Канады свои банкоматы на АЗС в партнерстве с компанией Circle K. А Bloomberg решил вкинуть фейковую новость о том, что Минюст США инициировал проверку Tether. А Tether в ответ на своем сайте опубликовал новость о том, что это все фейк. Эта песня настолько стара, что она длится с того же примерно 2017 года, когда писали о том, что Китай заблокирует биткоин, заблокирует майнинг, Tether у нас скам и все в таком духе. В этот булран только добавлена тема про экологию, а так все по старой схеме. Писали, что Минюст США инициировал проверку по факту возможного банковского мошенничества руководителей, стоящей за крупнейшим стейблкоином USDT компании Tether. Они заявляют, что властей интересуют ранние этапы деятельности фирмы. В частности, федеральные прокуроры изучают, скрывал ли Tether от банков транзакции, связанные с криптовалютой. Уточнили какие-то 3 неназванные собеседника. Видимо, те же самые, которые кидывали фейки про Amazon. Позднее Tether опубликовал ответ на этот вброс и написал, что продолжающиеся усилия по дискредитации Tether не изменят нашей решимости оставаться лидерами в сообществе. Также они на своем сайте писали, что все это какие-то старые новости, которые подают под соусом свежих актуальных событий. Tesla во втором квартале списала $23 миллиона из-за негативной динамики биткоина. Компания по итогам апреля и июня получила чистую прибыль в размере $1,14 миллиардов при доходе в $11,96 миллиардов. И их списание 23 миллионов вследствие негативной динамики находящихся на балансе 42 902 биткоинов не оказало значимого влияния на финансовые результаты. В общем, как следует из отчета, биткоин никак особо не повлиял. Ни положительно, ни негативно. И в итоге они не купили биткоин и не продали. Думаю, данная тема может отыграть при следующих отчетах. Достаточно интересная новость пришла из Индии. Там будут использовать блокчейн Ethereum для проверки дипломов. Правительство объявило о партнерстве с индийским блокчейн-стартапом LegitDoc для внедрения системы учетных данных на базе Ethereum для предоставления защищенных от взлома дипломных сертификатов. Они решили пойти на такой шаг из-за того, что произошло увеличение числа подделок документов. Они будут продолжать проверять сертификаты
сертификаты с использованием традиционных ручных методов, но теперь еще будет внедрена система защиты методом цифровой проверки. Я думаю, если данный опыт покажет себя с хорошей стороны и позволит уменьшить количество подделанных документов, но это, естественно, хорошо отразится не только на эфириуме, но и вообще на всей блокчейн-сфере. Чуть не забыл вам показать снова тот загадочный график с фазами Луны. В этот раз у нас произошел фальстарт. Фаза Луны обновилась только 24 июля, а рост начался уже 21. Но так, в принципе, даже с учетом такой погрешности, на растущей Луне мы увидели вновь снижение цены биткоина, на убывающей Луне сейчас мы видим рост. Две последних фазы мы наблюдали флэт. Поэтому кто в это верит, может спокойно спать и не бояться, что мы упадем в ближайшие дни. Если не рост, то хотя бы флэт по данному индикатору является приоритетным вариантом движения цены. Ну и давайте посмотрим на классические графики без использования лун. После того, как Amazon объявили о том, что все эти новости были фейком, мы получили большую красную свечу, но упали не так сильно, не достигли тех самых уровней, откуда и начинали рост. Если смотреть на часовике, то здесь просматривается дальнейший вариант с движением достижения уровня сопротивления и с коррекцией до более низких цен. Впоследствии чего возможен второй импульс. Пока также приоритет движения на биткоине у нас наверх, и расчетная зона является по-прежнему актуальной целью для биткоина. По эфириуму аналогичная ситуация. Мы также просели на опровержение амазоновской новости, но это нормально, мы не можем расти без откатов, и это в рамках коррекции вполне себе органичное движение. Здесь также приоритет движения вверх, и прогноз остается актуальным. По Ripple на 4 часах мы красиво протестировали скользящую среднюю сверху вниз. И я думаю, если все здесь нормально сложится, то дальнейшее движение по Ripple также в приоритете у нас восходящее. На данном снижении мы всего лишь протестировали скользящую 200-ку. Ну давайте посмотрим несколько монет из комментариев. Одна из них монета Comp, и мы в последний раз смотрели ее, видимо, где-то вот здесь, в начале июля. Здесь у нас предположительно завершилась волна 3, зона коррекции достигнута, хай волны 1 не перебит, и логично было бы увидеть дальнейший рост до предыдущих хаев как минимум. Если мы уже здесь развернулись, что вполне вероятно, мы ложно пробили скользящую среднюю, сейчас закрепляемся над ней, выглядит все это по-бычьи, вполне возможно, что мы завершили здесь коррекцию в 4-й волне, она также может продлиться, естественно, пока об этом со 100% вероятностью нельзя сказать, но из того, что здесь показывает график, я думаю, в приоритете у нас здесь также восходящее движение. Минимальную зону оставляем прежней, предыдущие хаи, а расчетная зона у нас находится вот здесь. Также идет пересечение с минимальной зоной, поэтому вполне возможно до сюда мы и дойдем. Пока по данной монете вот такой прогноз. Так, еще монета Exi, которая у нас хорошо растет. Мы ее также недавно смотрели. Здесь у нас была предположительно волна 1-2. Здесь у нас получился рост объемов. На момент записи прогноза мы находились вот здесь и ожидалось снижение в отмеченную зону. В принципе, все так и произошло. Мы снизились и дальше мы не обновляли график. А у нас произошло обновление условий. У нас здесь вырос индикатор, у нас здесь вышли повышенные объемы, а это значит, что третья волна у нас получила растяжение. Давайте посмотрим, что у нас актуально на графике на данный момент. Здесь у нас очень большое растяжение в третьей волне, у нас даже уже Фибоначчи закончился. Здесь невозможно угадать, где мы остановим цену. Нет ни исторических каких-то данных, ни технических данных. Все у нас здесь уже, все, что можно, пробито. Единственное, что нам снова подсказывает о том, что здесь может случиться разворот, это дивергенция на объемах и на индикаторе. Цена идет наверх, индикаторы объема у нас идут вниз. Вполне вероятно, что скоро мы здесь увидим разворот и получим более существенную коррекцию в 4-й волне. Но нельзя исключать и такого же сценария, как произошел у нас здесь. Тоже сперва индикатор был ниже, объемы были ниже, но случился резкий неожиданный памп, который никто не мог ожидать. И мы получили слом всех индикаторов и показателей. Сейчас может произойти аналогичная ситуация, но, естественно, это невозможно предугадать. Мы торгуем то, что показывает график. И в данный момент график показывает слабость и возможное завершение движения цены. К тому же мы находимся возле психологической цены круглой в 50 баксов за монету и видим на данном уровне откупные тени вниз. Если дальше мы не пойдем, то расчетная зона коррекции у нас будет находиться вот на данных уровнях. Вполне возможно, мы ударимся не в верхнюю грань, а опустимся пониже и вернемся вот в эту проторговку. Это вполне вероятно, вполне может быть. Но уже при нахождении вблизи верхней границы нужно будет искать сигналы на разворот и возможность перезайти в лонг, если все-таки выше мы в третьей волне не пойдем.
пойдем. Пока вот такое вижу на графике монеты EXI. И еще одну монету попросили посмотреть, C98, но здесь я ее добавил в список, но здесь смотреть пока нечего. Она только была залистена, объемы падают, цена падает, здесь ловить пока нечего. Возможно, она, конечно, и отрастет, вот она уже свечу наверх пускает, возможно, сейчас улетит в небеса куда-нибудь, но это чисто казино. Ну, давайте локально на часовике, что по ней можно здесь посмотреть. Лои понижаются, хаи понижаются, давайте кинем канал. Вполне вероятно, что здесь сейчас остановится он, посмотрим. Ну, история настолько мала, что здесь даже и скользяшки не отрисовываются, ничего здесь невозможно предугадать. Из бычьего дивергенция на индикаторе, поэтому здесь я бы сюда не заходил в лонги. Полно других монет, которые можно посмотреть, у которых была большая история и на которых можно сделать хотя бы какой-то анализ. А так здесь пока не выйдет из нисходящего канала, пока не закрепится здесь. Говорить о каких-то лонгах преждевременно. Пока мы в нисходящем канале, здесь приоритет на дальнейшее снижение. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!